Чеканка, старинная кожа и обычная стеклянная банка. Для имитации кожи подойдет крафтовый пакет. Главный секрет здесь – правильно подготовить бумагу. Сминаем ее, расправляем и комкаем снова и снова в разных направлениях. А теперь наносим кондиционер для волос и хорошо распределяем его по бумаге. Снова сминаем и комкаем ее в руках. Кондиционер размягчит волокна, и бумага станет невероятно пластичной и бархатистой. Раскладываем ее на столе и даем минут 5 подсохнуть. Следующий секретный компонент – коричневый крем для обуви. Набираем его на спонж и прорабатываем всю поверхность бумаги. Восковая структура крема глубоко проникает в заломы, проявляет красивый рисунок трещинок и мгновенно дает эффект натуральной благородной кожи. Обезжириваем банку спиртом. Нарезанную по размеру полоску бумаги переворачиваем и совсем немного смачиваем водой с изнанки. Так она станет еще послушней. Теперь обильно наносим клей ПВА и на бумагу, и на саму банку. Оборачиваем бумагу вокруг банки и аккуратно, но плотно натягиваем ее. Тщательно приглаживаем, выгоняя пузырьки воздуха. Бумага должна идеально повторить форму стекла, как настоящая кожаная обтяжка. Закрываем донышко, чтобы оно выглядело аккуратно и законченно. Укрепляем его кружком из тонкого картона, оклеенного той же фактурной бумагой. Из тонкой полоски той же подготовленной бумаги с помощью деревянной шпажки сворачиваем плотную трубочку. Получается гибкий жгут, совсем как кожаный рант. Этот жгут наклеиваем по краю горлышка. Теперь займемся крышкой, сделаем ее высокой и монументальной. Вырезаем 3-4 детали из гофрокартона и наклеиваем друг на друга. Самый верхний круг обязательно делаем из плотного серого картона. Надеваем крышку на банку, линейкой измеряем высоту получившихся стенок, чтобы правильно выкроить боковую полоску из тонкого картона. Прикрепляем бортик. И обязательно укрепляем всю конструкцию. Оклеиваем крышку кусочками тонкой бумаги на разведенный водой клей ПВА. Делаем 2 слоя. Это сделает крышку очень прочной. Когда крышка полностью высохнет, слегка смачиваем ее водой. Это нужно для лучшего сцепления материалов. Наносим тонкий слой самозатвердевающей массы для лепки. Аккуратно разглаживаем все увлажненными руками до ровной гладкой поверхности. С помощью стека формируем фактуру чеканки, продавливая аккуратные углубления. И сразу же мягко проходимся сверху влажным пальцем. Это придаст чеканке естественный мягкий металлический рельеф. Тем временем бумага на банке полностью высохла. Защищаем ее слоем акрилового лака. Это зафиксирует покрытие и подготовит поверхность к последующей тонировке. Теперь из массы для лепки вырезаем заготовку под будущую декоративную табличку.
Накладываем бумажный эскиз с надписью и обычной зубочисткой легким нажатием переносим буквы на поверхность. Фактуру чеканки делаю обычной шариковой ручкой. Выдавливаю точки по силуэту букв. А затем оформляем точечный чеканенный узор по всему краю таблички. Для углов таблички делаю заклепки. Их можно отжать в молде или скатать 4 маленьких одинаковых шарика из массы. Смачиваю уголки водой и плотно прижимаю детали к поверхности. Наносим клей ПВА и приклеиваем еще сырую табличку прямо на банку. Сушим. Грунтую чеканку черной акриловой краской. А затем полусухой кистью с акриловой краской цвета медь выделяю верхушки рельефа. На глазах появляется эффект кованой меди. Чтобы добавить выразительности, создаем контраст на коже. Работаем по частям, наносим черную акриловую краску и сразу же стираем ее бумажным полотенцем, а затем слегка увлажненной салфеткой, скользящими движениями. Теперь добавим винтажный штрих, бирюзовую патину на элементы чеканки. Используем точно такую же технику. Наносим акриловую краску и тут же убираем лишнее бумажным полотенцем, а затем подчищаем влажной салфеткой. Бирюзовый цвет задержится вокруг точек и заклепок, создавая эффект старины. Кое-где по ребрам и выступающим деталям наносим металлизированный воск цвета медь. Это не обязательно, но именно воск дает мягкое, дорогое мерцание настоящего металла. Чтобы кожа выглядела еще более натуральной и живописной, добавим немного тепла. По той же технике наносим охру и сразу стираем ее. Покрываем акриловым сатиновым лаком. Он подчеркнет бархатистость кожи и шелковистый блеск металла, надежно защитив изделие. Примеряем ручку. Сначала я прикрутила простой металлический шарик. Но нет, сюда просится что-то более грандиозное. Меняем ее на крупный хрустальный кристалл. Сначала подумала, ну не слишком ли шикарно для обычного кошачьего корма. Но когда на приемку работы пришел главный хозяин дома, абиссинский кот дикого окраса, я поняла, нет, в самый раз. Для такого царственного кота и посуда должна быть королевской.